Сегодня поговорим о том, о чем больше упоминают женщины. Почему-то женщины делают на этом или сознательно, или какими-то скрытыми маневрами акцентирование, чтобы что-то показать, что-то подчеркнуть. Иногда грубо, иногда очень тактично, но всегда это почему-то вопрос, который именно женщины чувствуют наилучшим образом. Сегодня поговорим о культуре семьи. Это невероятно важный вопрос, и я приветствую всех женщин, которые его поднимают. И хочу сказать также мужчинам и мальчикам, обратите внимание, это важно и серьезно. Культура семьи – это то, что мы думаем, и то, что мы не думаем, но хотим. На что мы готовы променять свою свободу. Ну, а, конечно, мальчики всегда встревожены своей свободой. Всегда их беспокоит, насколько отношения с девочками лишат их возможности быть свободными. Так вот, культура семьи – это некая плата за свободу. Поэтому девочки этот вопрос и поднимают. Девочки легче расстаются со свободой, потому что девочкам это естественнее. Если девочка выбрала в жизни иметь мужчину, семью, ребенка, что угодно из этого, она обязательно должна согласиться, сдаться, отдаться. Как же это выглядит привлекательно. В начале отношений, когда образуется этот коктейль из гормонов, фантазий, желаний, возбуждения, накаленных страстей, когда любовь в самом широком смысле обозначается повсюду. Это любовь страстная, это любовь жгучая, это любовь, которая касается абсолютно всего. Когда мужчина или женщина влюблены, кажется, что все, абсолютно все пропитано любовью. Вот почему такие люди выглядят и сумасшедшими, и прекрасными одновременно. Этот коктейль есть на столе, пара усаживается напротив друг друга, занавес открывается и закрывается для интимных сцен. Все выглядит замечательно. Всем все нравится. Ей нравится, как он открывает зубами бутылки. Я помню этот случай из своего подросткового возраста, как девочки с обожанием смотрели на мальчика, который легким движением челюсти открывал бутылки с пивом, при том, что сам его не пил. Но это выглядело потрясающе, это было эффектно, это было сильно. Казалось, что это какая-то нечеловеческая способность, которая проявляется в мужчине перед лицом роскошных дам. Или как это мило! Он грызет ногти практически везде. Это просто какое-то детское приключение. Такое милое, такое легкое, такое незаметное. У него всегда короткие ногти, или их вообще нет. Он всегда выглядит поэтому даже опрятно, и он занят делом. Он же грызет ногти.
В начале отношений такие пустяки вообще никого не волнуют. Да в конце концов, если зайчики грызут морковку, разве это отвратительно? Ну, разбросаны у него носки. Ну, и есть кусочки пиццы в постели. Ну, могут прийти друзья в 2 часа ночи и доспать до утра, потому что ехать домой не могут в пьяном состоянии. Ну что здесь плохого, что здесь неприятного? Это все принимается как развлекательное, веселое приключение. И жизнь кажется невероятно привлекательной, невероятно интересной. Какой красивый самец с такими яркими, пышными проявлениями вот этого необузданного жеребца, которого она наконец-то поставила в стойло. Даже и он, видя, как она бреет ноги возле него рядом, когда они смотрят кино, или почему-то моет руки не после туалета, а только когда нужно вычистить грязь из-под ногтей. Но она же девочка, она точно умеет быть чистоплотной, она точно знает, как выглядеть аккуратно. Она наверняка знает все правила приличного поведения, бытового обхождения. Она невероятная хозяйка, это обязательно. А даже если она что-то не умеет, она точно научится, она хочет научиться. Она мечтает, просто мечтает стать идеальной женой, хозяйкой, женщиной. Она будет совершенствовать свои умения и через, ну пусть год, ну ладно, 2 года она станет точно номер один в этом мире. О, как я люблю эти разговоры. О, как я люблю рассказывать такие прекрасные истории, которые я беру из реальной жизни своих знакомых, своих друзей, своих клиентов. Как много я это слышал. Потом в качестве обвинений против партнера, где ожидания были одни, а по прошествии лет ничего не изменилось. Или ситуация стала намного хуже. Оказывается, он не собирался переставать грызть ногти, даже когда у них родились дети. А она продолжает ухаживать за своим телом, не закрывая дверь. И все то, что, наверное, лучше не видеть мужчине, оказывается все время перед его лицом. Конечно же, со словами «но ничего, мы же родные люди». Конечно, культура семьи не только в этом. Это такие поверхностные проявления, которые мы склонны игнорировать в начале отношений, потому что нам хочется так сильно приукрасить нашего партнера, что мы с удовольствием, с желанием хотим воспринимать нашего любимого человека гораздо лучше, чем даже он о себе думает. То есть мы поднимаем автоматически культуру другого человека до нашего уровня или выше. Но если я его люблю, но я же не могу любить кого-то недостойного, ну уж точно. Тем более, если у меня какие-то насекомые в животе, как же я могу ошибаться? Ведь это же настоящее ощущение. Такие поверхностные проявления заметны всем.
всем, кто находится рядом с влюбленными. И они могут их показывать, обращать на них внимание, могут молчать и понимать, что в этот момент никто не воспринимает критику. Но мы сегодня хотим поговорить немножко о более глубоких вещах, которые тоже относятся к культуре семьи и со временем могут стать огромной проблемой для пары. Самым важным здесь является элемент, который никогда не стоит упускать из виду, даже когда эмоции и чувства переливаются за любой край. Это вопрос, как реагирует человек в трудной ситуации, в ситуации повышенного стресса, в ситуации, когда все происходит на пределе времени, на пределе сил или на пределе каких-то крайних состояний. То есть, когда напряжение пиковое. Как научен этот другой человек в этом напряжении поступать с людьми, которые рядом? Насколько он травматичен? Насколько она риска? Насколько легко люди переходят в оскорбление, рукоприкладство, унижение, подшучивание, какие-то выведения из равновесия, попытки сместить акценты и еще многое другое. Как долго человек может удерживаться в момент напряжения в достаточно нейтральной зоне, сохраняя мысль о том, что ему надо сберечь близких людей, несмотря на сложность ситуации. И вторая часть – это насколько нужно навредить самому себе или самой себе, когда случаются вот эти сложные времена большого напряжения. Будет ли человек делать что-то против близких или против себя, куда развернется его желание разрушать. Если оно, насколько оно присутствует, в каком виде оно присутствует. Вариаций может быть огромное количество, но, как правило, оно присутствует. Конечно, любые конфликты, любые сложности могут рано или поздно забрать все силы у человека, и его реакции станут максимально примитивными, наверное, резкими, или он просто не будет иметь сил реагировать. Конечно, такое бывает. Мы это тоже видим, наблюдаем, и здесь, наверное, мы понимаем эти ситуации и говорим сейчас не о них. Но вот когда ситуации более простые, более плевые, как говорят, когда просто порвался шнурок в момент сбора ребенка в школу, кто-то забыл нужную вещь дома, а она так нужна на встрече. Кто-то забыл билет на самолет, и нужно срочно решить, как выбираться из ситуации. Это неприятная ситуация, безусловно. Но как будет происходить реакция на эту ситуацию? Это очень важный показатель того, как человек будет относиться к вам, когда вы перестанете совпадать с ожиданиями, перестанете выполнять ту норму требований, которые будут к вам выставлены. Когда вы захотите чего-то иного, когда вы начнете проявлять себя больше, свое пространство открывать шире. Человек может, конечно же, реагировать не очень, скажем так, качественно, но он при этом имеет совесть, есть угрызение, и он или она борется с собой, стараясь очистить свою речь, стараясь поступать нежно, стараясь проявлять больше доброты или хотя бы немножко отстраняться, когда происходит что-то,
критичное, чтобы не навредить близким людям. То есть человек знает эту свою проблему и хочет ее решить, хочет как-то поступить правильно. Человеку важно, как он поступает со своими близкими, даже когда рушится весь мир. Кстати, одним из вариантов подобной агрессии может наблюдаться также у пары, которая постоянно подшучивает друг над другом, когда колкости выскакивают просто автоматически, и поначалу это просто фан, это просто весело. Это выглядит как нечто творческое, такой союз колких людей, союз елки и пихты. Вот они колятся, обнимаются, снова обнимаются. Забавно, весело. Окружающим это может быть очень по душе. Но постепенно культура такой семьи падает, потому что пределов и границ уже никто не замечает, и с каждой новой шуткой, с каждым новым уколом хочется пойти дальше, хочется зацепить точнее, удачнее. И сила и эмоция становятся сильнее, азарт, агрессия повышаются, а отношения подвешиваются на тоненькую ниточку.